Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша судьба со дня на день. Какие события скоро ворвутся в вашу жизнь? Что идет на ваш порог? Давайте с вами узнаем. И это у нас будет период, как от нескольких дней, я такое допускаю. Может быть, буквально прямо сейчас, сегодня, завтра. А для кого-то из вас это несколько недель. Это как завершение июня и буквально последние дни, так и начало июля, первой недели. Вот давайте с вами и узнаем. Астрологически же этот период связан с тем, когда Плутон у нас еще в ретрограде. И это до середины осени. И Юпитер в конце июня, это для вас важно, внимание, входит в знак зодиака Лев. Вы, как и Лев, принадлежите к огненной стихии знаков зодиака. Так вот, Юпитер во Льве открывает перед вами новые возможности, причем это на целый год, до середины 2027-го. А Хирон, символ священной раны или израненного целителя, находится в знаке зодиака Телец. И основные у нас два вопроса. Куда иду я и кто идет рядом? И у вас совпадает спокойное течение жизни. То есть вот эта свеча говорит о том, что нету такого старта. Я, кстати, допускаю, что это неплохо, потому что больше период, когда вот вокруг нас может какая-то суматоха твориться. Очень много будет информации. Тут самое главное, наверное, информация, а я бы сказала, много фейков может быть, поэтому не торопитесь делать выводы. Вот. И это тот период, который связан с поиском новых смыслов. Итак, что же для овнов? Смотрим. Что нам подсказывают карты? Не вижу пока совпадений. Когда выпадает свеча, спокойное течение жизни, да, мы говорим, очень часто нет вот этой турбулентности. Наверное, это и неплохо. У кого-то отпуск, я такое тоже допускаю. Прекрасно, хочется сказать, спокойное течение жизни. Голубь, когда выпадает, это, знаете, символ благополучия. Это когда все хорошо. Но даже если я понимаю, допускаю, мы смотрим, рассматриваем, точнее, карты с позиции позитивной психологии и здравого смысла, мои дорогие. Поэтому даже если, не все хорошо, что-то вот постоянно пробуксовывает, нет смысла тут, знаете, как форсировать. Это и планетарно, но и, в принципе, тут надо подумать, да, для вашего благополучия. А так уж ли мне это надо? И все кончится более чем хорошо. Для кого-то из вас в центре ваших интересов может стоять какая-то поездка, либо та, которую вы планируете, дорога, либо, тем не менее, будет много дорог, вот у кого-то и так. Волшебно, ангел. Вам как высшие силы помогают, мои дорогие овны. Более того, в вашем окружении все же есть конкретная персона, которая вас любит, которая к вам относится искренне, очень хорошо. Тот человек, который за вас переживает, вообще очень даже позитивно, хотелось бы сказать. И, может быть, именно с этим ангелом, посмотрите, у нас совпадает еще с вами кольцо. Это прочный союз. Правда, есть какой-то человек, которому вы можете доверять. Или тот человек, это, знаете, вы можете, кстати, переживать по какому-то поводу. Может быть, именно связано с решением какой-то темы. Не переживайте. Тут за первые 2 недели июля, может быть, те новости, которые вы можете получить во второй половине июня, тут настолько все перемешается. Потом пройдет время, и вы получите по данной теме что-то либо даже обратное, да, как новостная палитра. Или это может быть, когда какой-то вопрос будет вами переигран, или это будет переигран кем-то. Поэтому нет смысла тут, как и торопиться, мои дорогие. Тут и нет смысла себя буквально мучить, истязать. Да, цепи – это внутренняя тяжесть. То есть ничего не происходит, а вот тяжесть, она у нас есть. И я не могу сказать, что тут какой-то сумасшедший драйв. Но мне бы хотелось добавить, что это оно и к лучшему. Для вас, мои дорогие, любимые овны, это тот период, когда, может быть, и нужно замедлиться. Когда вот куда я иду, понимание, оно должно быть, знаете, не просто с позиции желаний, а вот еще и целесообразности. Все-таки Хирон в Тельце, это он заходит у нас ненадолго.
только до середины сентября, потом он вернется в ваш знак зодиака, окончательно перейдет уже в 2027 году. Но вот этот период как раз и призывает к тому, где-то подумать о том, что будет происходить, когда Хирон переместится в Телец, и это будет последующая эпоха на 7 лет. Итак, продолжим, да? Что скрывает будущее? Какие тайны? Что изменит ваши планы, мои дорогие, любимые овны? А что вас будет радовать? Что вам будет, может быть, и помогать буквально, что как за вас? Вот такая добрая энергия. И к чему же все идет? Что будет продолжаться, соответственно? Посмотрим по основным сферам жизни. Конец июня, начало июля, первые 2 недели. Любовь, личная жизнь. О, 2 карты достала. Окей, пусть так будет. Финансы. Что ждет вас? Ну и дела, документы, важные контакты, ваши достижения. Также, что ожидается, к чему приготовиться. Вот давайте с вами и узнаем. Так что же тут скрывает будущее, что изменит ваши планы, мои дорогие овны? А вот умеренность. Вот смотрите, карты пасьянса и умеренность с одной стороны. Я всегда добавляю, что по этой карте не случайно изображена ведьмочка, это Таро ведьмочек, так хитро прищурилась. Как будто она держит баланс. Вот и вам, наверное, этот период завершения июня, начала июля. Держите баланс. Тут не соскользнуть на какую-то авантюру. А в авантюру захочется по этой карте. Но тут, знаете, может быть много каких-то авантюр, я это допускаю. Здесь для кого-то из вас может быть такая, то, что изменит планы. Но это на самом деле тут может что-то измениться, причем резко. Так вот, для кого-то из вас даже сложная какая-то тема или, допускаю, сложное ваше положение, запутанность в каком-то вопросе. Здесь может как судьба вам подарить какую-то оказию, возможность. Или вы можете столкнуться с какой-то случайностью, которая вовсе не случайна. Пусть не в этой колоде, пару слов скажу. По аркану умеренности, это почему я заговорила о неслучайных случайностях. Если мы так вернемся немножко назад, именно к символам, про основам карт, ну, по крайней мере, это мое видение, но поскольку расклад делаю я, поэтому я вам транслирую, мои дорогие, именно эти энергии, как я это чувствую. Так вот, исторический факт, когда много лет тому назад король франков династии Мировингов Хлодвиг воюет с готами, и вышло так, что он был зажат, и он, и его войско между рекой Рейн и войском готов. И понятно, что ни вправо-то и ни влево. И почему умеренность? А это хладнокровие, это мысли, понимаете? Вот четкость, наверное, и холодность суждений. Когда Хлодвиг прогуливался по берегу, и когда другой бы бегал и рвал волосы на себе. Я надеюсь, вы правильно понимаете мой сленг. А он был настоящий король. Он ходил вдоль берега и думал, что я могу сделать, когда сделать ничего нельзя. И внимание, то есть вот эта холодная голова, она дает возможность увидеть то, что вокруг вас происходит, и в этом найти подсказку. Так и Хлодвиг увидел, что вдоль Рейна растут маленькие желтые цветы, ирис, болотный ирис. Он знал, эти цветы растут только на мелководье. И эти цветочки, как и вдоль берега, так и уходили вглубь реки. И у него закралась сумасшедшая идея, а не переправиться ли мне с войском вброд. Он так и сделал. Он спас свое войско, он спас себя. Пока готы спали, проснулись, а уже нет никого. Вот так буквально. И мы на сегодняшний день знаем вот этот болотный ирис или желтые цветы, как флёр-де-лис, или геральдическая лилия, которая во многих религиях мира как один из самых главных символов. Конечно, те, кто смотрят мои видео давно, эту историю много раз слышали, но есть те, которые смотрят мои видео впервые. Поэтому призываю моих дорогих любимых подписчиков к некоторому терпению. Потому что лучше объяснить, откуда взялся символ, чем смотреть на эту карту, почему и ведьмочка хитро прищурилась. То есть не все так однозначно. Вот у вас будет какой-то момент, а мы с вами задали вопрос, что изменит ваши планы. С чем это связано? А с благополучием самим по себе. Вот этот голубь, король Пентаклей, может быть, это у вас есть конкретная персона, которая родилась под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Очень, кстати, по Хирону, да, мы говорим Телец. Наше благополучие – это действительно, наверное, и вопросы
работы, вопросы финансов, безусловно. С королем Пентаклей у кого-то из вас это вопросы с документами, с деньгами, банки, да, как служащие банка, какие-то важные договоренности, мои дорогие, с руководителями или с какими-то влиятельными лицами. Вот тут то, что именно к материализму нас приводит. А в целом, вот по пятерке Пентаклей, это та заноза, когда либо вы решаете вопросы по части финансов или документов, и одновременно вам придется с кем-то договариваться. Поэтому, если мы говорим, договариваться придется по пятерке Пентаклей, потому как нам придется вот компромисс даже какой-то найти. И самое главное, знаете, по четверке кубков быть готовому, наверное, вот как я по этой первой карте говорила, найти альтернативный вариант. Работа мыслей, работа вашего интеллекта. И то, что альтернативное, как вот этот кубок с четвертой кубков, нам показан человек, смотрит на то, что уже, в принципе, опустошено. Какая-то ваша задача, она не имеет решения, если вы будете пользоваться прежними методами. Тут нужно увидеть какой-то альтернативный вариант, и стало быть, стоит только Овну захотеть. Как и нужно договориться даже с теми людьми, с которыми договориться сложно, невозможно. Поверьте, вы как маги-волшебники. Будет желание, вы все переведете в более такую реалистичную плоскость, и у вас даже не один выход, а может быть и несколько. Точно вам высшие силы помогают. Но, по крайней мере, закрыть финансовый вопрос или как-то обозначить свои приоритеты. Пусть это те границы, которые в ваших собственных планах или то, что вы хотите достичь. Но методы, мои дорогие овны, вот здесь идет перестройка методов. И да, тут как и ангел у вас выпал, да, значение ангела, что верну назад. Пусть побудет. Когда доброе время наступает. Но это не то время, когда мы себя как пришпориваем. Нет, вот именно в умеренности. Не упустить какой-то волшебный вариант или возможность. Я вижу так. Поэтому и планы ваши, тут действительные методы будут меняться. Что будет радовать? А вот что что-то завершится. Это как выздоровление, трансформация. Это какой-то вопрос, который долгое время, возможно, ретро-Плутон не решался. Вот сейчас подходит к своему финалу. И два старших аркана на вас влияют, как и новости извне. На вас влияют, мои дорогие овны, то, что происходит в жизни людей, которые вас окружают. Тут завершается конкретно какая-то путаница, разочарование. Какой-то очень сложный период, когда вы даже и не знали, и не видели, как действовать. Ведь это карта искаженного восприятия. Вот у вас по какой-то теме заканчивается искаженное восприятие. Вы могли составить мнение о конкретном человеке, а вот здесь вы будете что-то менять. Точно, мои дорогие. Конец июня, начало июля. Смена ваших планов – это как ракурс на какие-то новые достижения. Самое главное – на другие методы и действия. Потому что вы точно видите, что какая-то стратегия и тактика нет, не работает. А для кого-то из вас по королю жезлов – это карта харизматичного лидера. Когда мы и сами уже не хотим быть на вторых ролях. Поэтому ваше время наступает, ваш выход на авансцену. Но такой, и не то что осторожный, а очень продуманный, я бы сказала так. И к чему же все идет, что будет продолжаться? Ну, продолжаю, Овен. И планетарно мы говорим, даже по ретро-Плутону, как в июне месяце и в мае, да, вот если какая-то проблема, как будто дай проблеме окрепнуть, или дай сконцентрироваться, Овен. А дальше, до середины, может быть, осени, шаг за шагом у тебя какой-то вопрос решится. Но о чем говорит карта? Во-первых, когда карта Луна выпадает, я всегда говорю, избегайте толпы. Будьте немножко кошкой, которая гуляет сама по себе. И если вы оказались в толпе, знайте, вам в другую сторону. А если вы падаете, то буквально мы сначала поднимаемся на колени, как будто в этих коленях есть тоже опора, мои дорогие. И это буквально. Потому что находиться в толпе, знаю, меня смотрят люди из разных стран, это небезопасно. Многие наивно полагают, ну или некоторые, скажем так, что да подумаешь, а что там? А вот если действительно ты падаешь, то для начала не надо опираться на руки, как будто, а уже даже колени, это, можно сказать, надежное положение. А дальше мы пытаемся встать. Причем даже если вокруг нас какая-то ситуация небезопасная, мы себя учимся беречь, мои дорогие любимые овны. Что же это такое?
но и мы готовимся. Мы готовы где-то внутренне к тому, что нам придется прожить какой-то путь, когда еще, некоторые сумерки будут. Для кого-то из вас карта любви, влюбленных, мои дорогие. Правда, это могут быть как и договоренности, даже в вопросах документов и финансов, но это точно так же личная жизнь, вопросы дома. По Тельцу тут важно все, мои дорогие. Поэтому что-то постепенно идет не только к прояснению, но как меняются взаимоотношения, меняется сама парадигма вокруг вас. И это вот то, что происходит, или то, что происходит, как я уже говорила, в жизни людей, они меняются. И это дает воздействие или оказывает воздействие на ваши планы. Так что же с личной жизнью? Ах, тут что-то ускорится, 2 восьмерки, это всегда много энергии. С одной стороны, мы говорим, 8 пентаклей, это одна из лучших карт в колоде на деньги, на заработки, на реализацию планов, но это рутина, мои дорогие. То есть то, что нужно детализировать, может быть, просчитать, может быть, как тезис, план себе прописать буквально по пунктам. Но 8 жезлов – получение какой-то важной информации, которая врывается в вашу жизнь и не оставляет вам даже времени подумать. Поэтому да, вот все то, что я рассказывала по аркану умеренность, конец июня, первые недели июля для вас будет какой-то такой, знаете, прорыв. Или будет какой-то момент, когда вы получите новость, получите документ, получите... буквально вам будет сказано, донесено до вас решение какое-то или решение конкретного человека. Здесь что-то будет вами перестраиваемо. Вот именно потому, что вы видите в этом смысл, и вы видите, что это нужно удержать. Детализация или как будто работа над отношениями, мои дорогие. 2 восьмерки, это, знаете, как прорыв вперед. Может быть, у кого-то помириться, вот может быть и так. Провести важные разговоры, беседы. Вообще шикарные карты. Все в ваших руках, мои дорогие. Финансы. Тут нечего говорить, многие из вас уже знают карты Таро, 10 пентаклей. Да шикарная карта. Да, если мы тут буквально работаем, у кого-то работа на дому может быть. И тогда, знаете, прогресс, может быть, это даже какой-то новый проект. Кто-то из вас может обучаться. Потому что, чаще, знаете, нам показывают уже человека опытного, профессионала, но которому наступает период идти вперед. Когда перевод ваших планов, энергий на новый совершенно уровень. Я сказала, время поиска новых смыслов. Вот, видимо, вы эту фразу будете ощущать очень реалистично. Или очень материалистично, потому что все же эта карта как построение нашего благополучия в квадрате. Это и дом, полная чаша, это и взаимопонимание, это некий базис, фундамент. Это, кстати, тылы с учетом аркана Луна. Вы строите свой тыл. И если по финансам деньги есть, деньги будут. Более того, карта говорит, береги где-то деньги. Это карта финансового успеха, не только помощи высших сил. Поэтому она нас предупреждает о том, что деньги, к примеру, в долг мы не даем. Вот магия какая-то будет, мои дорогие овны. Как только вы кому-то дадите деньги, как будто у вас может убывать. Вот серьезный такой аркан, который заставляет задуматься. И буквально карта говорит, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Если вы свою энергию так, где-то опрометчиво, или буквально денежную энергию, может быть, ваши знания финансовые. Вот нельзя, тут надо аккумулировать. Так вот, если вы их передаете, вы теряете собственную силу. Вот такая подсказка, мои дорогие. И где-то у вас 8 пентаклей, поэтому не рассказывайте о своих планах, о своих финансовых победах, достижениях, и не рассказывайте о своей личной жизни. Так вот, достижения, дела, документы, важные контакты. Ох, как волшебно. И о них тоже не рассказывайте. Потому что так у вас, смотрите. То есть, что происходит в реальной жизни? Да благополучный период. И даже если вот по аркану Луна, умеренность, извините, и Луна тоже где-то. Ведь это всегда, как я говорю, сумерки. Это еще пока так, знаете, 50 на 50. Но вы этот период проходите в каких-то новых энергиях, радости. В новых энергиях возможности, когда, может быть, даже по части вашего окружения тут решаются важные темы. Действительно, кто идет со мной? 2 карты десятки. Это когда мы
Ну, видим уже точно, на кого мы можем рассчитывать, причем не быстро где-то на скорости. Нет, мы тут больше, безусловно, анализируем. Но для вас конец июня, начало июля может стать волшебным периодом, как и новых планов, проектов, так и того, что, возможно, требуется завершить, и для этого у вас будет 1001 метод. Увовно точно. Я это знаю наверняка. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете мне искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео будут важные ссылки. Переходите на мой телеграм-канал или читайте статьи на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.